Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я разберу камеру для внешнего видеонаблюдения. Камера продается под брендом Lenovo. И модель этой камеры, если верить наклеечке, у нас X6U. Вы спросите, для чего ее разбирать, а я отвечу, что просто интересно узнать, как она устроена изнутри, насколько качественно она собрана. Ну и в целом эта информация может вам помочь при ремонте данной камеры. А моя камера уже побывала в небольшом ремонте. Дело в том, что я с ней не очень аккуратно обращался, я крутил ее в разные стороны, и плюс она у меня упала с высоты 3 метров, и после такого падения перестала камера вращаться в горизонтальной плоскости. Мне пришлось ее разобрать, слава богу, что никаких серьезных поломок не было, там просто отвалился один контакт, проводок. Я его припаял на место, и камера снова заработала. Поэтому, как минимум, если у вас будет такая же поломка, вы точно сможете ее исправить, и я покажу, как это сделать. Но перед тем, как мы продолжим, у меня к вам просьба. Как вы знаете, ваши подписки и лайки помогают продвигаться каналу, поэтому у меня просьба подписаться и поставить лайк, если вы еще этого ранее не сделали. Что ж, спасибо, продолжим. Итак, наша камера, мы видим, у нее есть такая импровизированная нога, две движимые антенны и движимая головка, вторая камера, которая может вращаться по вертикали и по горизонтали. Так, давайте начнем раскручивать его с самого простого. У нас доступ этот, здесь 4 винта. Так, раскручивается все очень просто и легко. Так. Так, раскрутили. Крышечка выпадает довольно просто. Так, болтики мы складываем отдельно, чтобы не потерять вместе с крышечкой. Итак, мы видим здесь у нас выходят провода. Это провода, которые ответственны за подключение к интернету кабельному или подключение питания шнур через Type-C. У нас здесь видно питание 2 проводка и интернет-кабель у нас 4 проводка. Да? Далее, что мы можем сделать далее? Эта нога у нас поворотная, плюс она съемная. Просто ее нужно правильно повернуть, правильно, аккуратно. Давайте это сделаем. В каком-то положении она должна отщелкнуться. Да, есть. Вот, мы видим, что наша нога просто снимается. У нас здесь есть специальные прорези пазы, то есть нога вставляется в пазы и как бы вкручивается, тогда она будет снова на месте. В этом плане нога снимается очень просто. Теперь аккуратно, чтобы не повредить, не порвать провода, давайте снимем. Так, нет, давайте мы вернемся в изначальное положение, потому что бошку снимать все-таки сложнее, потом ее снимем. Так, давайте. Так. В общем, этот шар, камера, она держится в направляющих ушках, и нам нужно аккуратно отогнуть сами уши, чтобы вынуть из пазов этот шар, а потом его будет довольно просто раскрутить. Раз. Чик. Ай. Так, здесь у нас движок. В общем, да, вот, вынимается. Итак, мы вынули наш шар. Мы видим, здесь у нас штифт, штык, это у нас двигатель. Здесь у нас с этой стороны контакты, контактные кабеля. Так, далее, прежде чем продолжить, давайте откроем отсек, где у нас вставляется камера
карта, вернее, памяти. Мы ее вынимаем. Также у нас здесь, если вы помните, с моего видео смотрели, у нас здесь кнопка сброса до заводских настроек. Ну, в принципе, все достаточно. Карту мы вынули. Далее мы просто выкручиваем. Здесь у нас 3 болта, 3 винта. Так, один пошел. Второй пошел. Так, и третий. Так, третий откручивается не так легко. Да, есть, открутили. Итак, разбираем нашу камеру, вторую камеру нашего устройства. И видим здесь у нас, давайте аккуратно. Так, ну давайте я ее доразберу, потом будет удобнее смотреть. А далее у нас это поворотная чаша, и если вы видите, у нас есть болтик, он прикручен в штифт тоже двигателя, и мы его, когда открутим, легко снимем нашу чашу поворотную. Чик. Так, давайте этот один сюда. Чик-чик-чик-чик. Итак, что мы видим? Давайте как-то по порядку, да, будем. Так, здесь у нас механизм, основная поворотная камера, да. У нас здесь есть кусок, я так понимаю, это теплопроводный коврик, который, судя по отпечаткам, ну как-то вот так наклеивается, да, и отводит часть тепла. Далее мы видим, у нас здесь есть в камере двигатель электрический, позиционный серводвигатель, да, и модель у нас его, значит, LN-LON 24, не знаю, видно, не видно. Я постараюсь сделать отдельно фотографии, вставить видео с серии этого двигателя, возможно, кому-то пригодится. Далее мы видим, здесь у нас стоит динамик довольно приличных размеров, как для такого устройства. Ну, соединительные провода, шлейф соединения, да. Так, и здесь у нас, собственно говоря, сам весь механизм, электронные компоненты. Так, кнопка сброса, подключение, чик-чик. Ну, как вы видите, все сделано аккуратно, все подключено на разъемах. То есть, в принципе, если разбирать, ремонтировать, все это отключается, вынимается, и уже далее с этим намного проще работать. Все прикручено, аккуратно сделано. Также вот можете заметить, у нас здесь это у нас антенна контакт. Этот контакт идет один единственный на антенку. Вот этот черный провод и это антенна. По теории, если каким-то образом подсоединить сюда еще один проводок, то можно его провести во вторую антенну, и тогда, возможно, будет лучший сигнал Wi-Fi и Bluetooth. Так, по поводу микросхем, честно говоря, ну, ничего не видно. Опять-таки, я попробую сделать отдельно фотографии с увеличением и попробую вставить это в видео, вот если получится. Так, хорошо, с этим мы условно разобрались. Далее, ну, поворотная чаша мы видим. Далее у нас, видите, есть такой
не знаю, кронштейн, да, который поддерживает провода, видимо, чтобы они не запутались и не перетерлись. Ну, плюс идет шлейф, и, судя по всему, он в защитной оплетке, наверное, тоже для того, чтобы не протирался. Ну, плюс вы тут можете заметить изоленту, это уже мой апгрейд, это уже налепил я, чтобы все провода были в сборе, потому что, ну, головка камеры вращается. И я не хотел, чтобы они в этом месте перетирались, были собраны, нигде не зацепились. Поэтому я их обмотал изолентой. Вот, ну, конечно, немножко колхоз, но я думаю, что все равно камере это поможет. Плюс камера, когда вращалась, из-за проводов было слышно легкие, ну, похоже на пощелкивание. После того, как я это сделал, собрал их в пучок, то камера стала немножко тише работать. Теперь давайте заглянем внутрь чаши стационарной камеры. Так, тянуть сильно не будем, чтобы ничего не повредить. Итак, у нас здесь виден второй двигатель, сервопривод, поворотный. Видно, что у него есть свое сечение прямоугольное. Но фактически чаша ставится на этот штифт и, ну, за счет сечения фиксируется и подается команда процессора камеры и поворачивается на определенный угол шаг. Вот. Вы также можете заметить, здесь есть такая сопля, это сделал я с помощью клеевого пистолета. Сделал я это, чтобы зафиксировать контакты. А здесь у нас находится контактная группа этого двигателя. И вот именно здесь от двигателя у меня отвалился проводок, из-за чего камера не вращалась в горизонтальной плоскости. Я выкрутил этот двигатель. Тут видно, да, два винта, они легко выкручиваются. Я выкрутил, там контактная площадка, она защищена, пластмассовый такой колпачок стоит. Ну, пришлось пластмассовый колпачок отпилить крышку, допаять и покрыть его заново. Там я наклеил изоленту и сами контакты залил клеем для того, чтобы они там держались, ну, намертво, да. Так, далее, что у нас здесь? Здесь у нас видна, собственно говоря, модуль второй камеры, ну или первой, смотря как считать. Тоже мы видим, шлейф присоединяется, модуль стационарный, тоже прикрученный. Ну, судя по всему, я так могу посмотреть, насколько видно. Тоже тут все собрано качественно, все модульно. В принципе, если что-нибудь случится, можно этот модуль поменять. Возможно, даже можно поставить более качественный модуль, там с большим количеством мегапикселей, то есть более чувствительный. Также мы видим здесь такие прозрачные пластмассовые корпуса. Это у нас специальные светодиоды подсветки камеры. Они у нас есть здесь. И то же самое у нас должно быть вот здесь. Да? Ну, тут оно просто закрыто креплением. Так, ну что ж, как мы видим, в принципе, камера видеонаблюдения внешнего устроена логично и довольно просто. То есть одна стационарная в корпусе, у нас два позиционных двигателя, идет команда через процессор, и процессор подает сигналы на двигатель, из-за чего этот двигатель вращается с определенным шагом. Чем меньше шаг двигателя, тем точнее позиционирование. Ну, прям точного, не знаю, микронного позиционирования для этой камеры не нужно. Ну, скажем так, я думаю, что здесь стоит ну, сервопривод не самого точного позиционирования, но его вполне с головой хватает для того, чтобы камера работала и более-менее нормально показывала, выполняла свои функции. Также по поводу, скажем так, защищенности от влаги и пыли, то если вы можете обратить, то вот эта часть вращающаяся, у нее есть прорезиненные ободки, то есть она полностью закрыта, есть специальная канавка, тут идет такой резиновый шнур прокладка, и когда мы закрываем эту круглую часть, то в принципе эта круглая часть, она довольно хорошо защищена, но все равно остаются вопросы к микрофону и к динамику. Я не знаю, насколько защищен этот динамик. Мне кажется, что именно динамик не защищен никак. Поэтому защита здесь такая, как бы она местами есть, местами нету. В
Плюс вот тоже этот стакан, здесь опять-таки никакой защиты нет. И хотя она висит вверх ногами, но порывы ветра, влажный воздух все равно сюда может попасть. Поэтому, как я говорил ранее в прошлом видео обзоре этой камеры, здесь ее лучше использовать под надежной защитой где-то в закрытых, прикрытых помещениях. Так, ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, видео было вам интересным и полезным. Уже обратную сборку я показывать не буду. Она здесь простая, и это не так интересно, как разбирать. Поэтому видео подходит к концу. Еще раз прошу вас подписаться и поставить лайк моему каналу. На этом все. Всего хорошего. До свидания.